Наверное, нет садоводов, которые не знакомы с таким полезным и красивым растением, как калина. Этот кустарник очень многие высаживают в своих садах. Калина обыкновенная, довольно неприхотливое растение, которое вырастает в высоту около 2-4 метров. Ее можно формировать в виде раскидистого куста или невысокого деревца. Калина отлично поддается формировочной стрижке. Сможет расти как на солнце, так и в небольшом притенении. Единственное, если вы хотите каждый год собирать с нее много ягод, то саженец лучше посадить в хорошо освещенном месте. Калина красиво цветет и является отличным медоносом. А уже летом ее ветки украшают гроздья ягод, которые остаются висеть даже зимой, привлекая в сад разных птиц. К осени, то есть с приходом холодов, крона кустарников приобретает яркие багряные краски. Красота этого растения поражает, но и польза его для здоровья человека просто огромная. Ягоды калины не только съедобные, но и очень полезные. Об этом знают многие. Но не все знают, что даже ее косточки обладают лечебными свойствами. Например, моя бабушка никогда их не выбрасывала. Она косточки промывала, подсушивала и перемалывала. Такой порошок – отличное средство для лечения и поддержания всей сердечно-сосудистой системы. И не только. Не зря природа наделила семена калины формой сердца. О калине можно рассказать очень многое и посвятить этому замечательному растению не одно видео. Но тема сегодняшнего ролика про декоративно цветущую калину. Уверена, что об этой разновидности немногие знают. Называется она калина складчатая. С помощью этого красивого кустарника можно не только украсить сад на весь сезон, но и привнести в него нотку восточного стиля. Калина складчатая просто поражает видом своей эффектной раскидистой кроны. Ее кусты имеют форму многоярусного каскада, густо усеянного белыми ажурными соцветиями. К тому же именно этот вид калины считается одним из самых длительно цветущих. Период цветения ее некоторых сортов может составлять около 180 дней. Например, сорт Ватанабе и некоторые другие цветет в июне-августе, а в садах с мягким климатом еще и повторно в октябре. Но есть и те, что зацветают в мае и радуют своими соцветиями по июнь. Друзья, расскажите, пожалуйста, с какими сортами декоративной калины вы уже знакомы и поделитесь своим опытом их выращивания. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. В естественной природе калина складчатая произрастает в Японии и в Китае. У себя на родине этот красиво цветущий кустарник также высоко пользуется спросом и ценится как высокодекоративная культура, которые часто украшают общественные парки и частные сады. Прелесть этого растения в том, что его очаровательные кружевные соцветия диаметром около 8-12 см образуются в пазухах листьев чуть ли не по всей длине горизонтально расположенных веток. Таким образом, куст выглядит как раскидистый многоуровневый каскад, усеянный белыми цветами, которые массово покрывают поверхностную часть ветвей. Повторюсь, что есть сорта, которые способны цвести волнами с мая и до октября. Калина складчатая отличается от других видов не только своим долгим и незабываемым цветением. У нее овальная форма, мелкоморщинистая фактура листвы, за что она и получила свое название. Летом крона кустов темно-зеленая и даже изумрудная, а осенью она приобретает насыщенные винно-красные и даже фиолетовые оттенки. Яркая осенняя листва калины складчатой украсит сад даже в поздний период. Листья овальные, пильчато-зубчатые, длиной до 12 см. На ветках они расположены супротивно, как бы слегка загнуты вниз. Сверху их густо прикрывают плоские ажурные соцветия, состоящие из мелких фертильных цветов по центру и крупных стерильных по краю. Наиболее популярные сорта Summer Snowflake, что в переводе означает летняя снежинка, Килиманджаро, Ватанабе и другие.
Это медленно растущие кустарники, которые во взрослом возрасте не превышают высоту и ширину более 2 метров. Например, сорт ватанабе к 10 годам вырастает всего около метра. Куст калины Килиманджаро имеет коническую форму и в период цветения похож на заснеженную гору. Очень красивый сорт Pink Beauty. Эта калина цветет в мае-июне. Она расцветает красивыми щитковидными соцветиями с крупными цветками по краю, которые в начале цветения белые, а после розовеют. К таким же ярким относится калина Молли Шредер. Интересно, что есть сорта, которые плодов не дают, но есть и те, ветки которых уже с августа украшают ярко-красные гроздья. Ягоды при созревании постепенно темнеют и под конец приобретают сине-черную окраску. В пищу их не употребляют. Большинство сортов складчатой калины легко переносят морозы до минус 25 градусов и в укрытии не нуждаются. Этот декоративный кустарник причисляют к 5-й зоне морозостойкости. Однако в садах с суровыми зимами ее побеги могут подмерзать. Первые 2-3 года кусты желательно укрывать. В теплых садах это не потребуется. Высаживать растения лучше всего на хорошо освещенных участках, без сквозняков. К качеству грунта калина непритязательна, хотя предпочитает расти в достаточно плодородной и умеренно влажной почве от слабокислой до слабощелочной реакции. Калина складчатая не переносит длительное пересыхание и очень любит полив, особенно в жаркую погоду. Этот восточный вид достаточно чувствителен к жаркому сухому воздуху. Зато он легко переносит загрязнение воздуха и хорошо подходит для городского озеленения. Из сложностей эти растения могут поражаться тлей и, возможно, потребуют от своих владельцев нескольких профилактических обработок инсектицидами. А вот к болезням эта культура, наоборот, достаточно стойкая. Калина складчатая очень красиво смотрится как солитер. Из ее кустов также получается эффектная живая изгородь. Обрезку калины складчатой проводят только на 4-й год после посадки, за исключением санитарной. Делать ее лучше в конце июня или в июле. Эти неприхотливые кустарники – отличный вариант для создания садов восточного стиля. Они прекрасно подходят тем, кто желает украсить свой дачный участок необычными на вид растениями. Благодаря своему медленному росту и компактным размерам этот вид калины можно выращивать в самых маленьких садах и даже в контейнерах. Они станут отличным элементом декора не только вашего участка, но и террасы или оранжереи. Возможно, и вы заинтересуетесь этим красивым декоративным кустарником и захотите им украсить свой сад. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.